Всем привет, друзья! Любая хорошая хозяйка проводит много времени на кухне за приготовлением вкусностей для своей семьи. И, конечно, любая женщина хочет сделать свою кухню уютной и практичной. Большую роль в этом играет отделка рабочей зоны кухни. Кухонные фартуки бывают из всевозможных материалов. Это керамическая плитка, искусственный камень, пластиковые панели, стеклянные панели, мозаика и другое. Самым дорогим вариантом отделки являются стеклянные панели с возможностью печати на них любого яркого сочного рисунка. Но их минус – это высокая цена и возможность легко поцарапать и даже разбить панель. Самый дешевый и недолговечный вариант – это ПВХ-панели. Я с женой во время ремонта остановили свой выбор на самом практичном и недорогом варианте – это керамическая плитка, точнее керамогранит. Выбрали керамогранит по 312 гривен за квадратный метр, размер плитки 60 на 60. Можно приступать к монтажу. Первым делом крепим опорную планку, выставив ее предварительно по уровню, и с нее начнем выкладывать наш фартук. Также крепим пластиковые уголки наружные, которые сбоку закроют вид плитки, с одной и с другой стороны, проверяя по уровню. Далее любым острым предметом делаем насечки на стенке, для того чтобы плитка хорошо крепко держалась. Замешиваем немного клея. Перед тем, как начать выкладывать плитку, проверяем всю плоскость стены по уровню. Наносим гребенчатым шпателем клей сначала на стенку, потом на плитку. Выставляем первую плитку и проверяем со всех сторон по уровню. Далее с помощью правила проверяем плоскость, как легла плитка, для того чтобы у нас был запас для толщины клея и чтобы какие-нибудь горбы на стене не помешали выкладке плитки. Дальше ставим плитку с другого конца фартука, также проверяя по уровню. Далее с помощью правила обязательно нужно посмотреть, сойдутся ли углы на плитке. Отмеряем будущее отверстие под розетки. С обратной стороны рисую, где низ и верх плитки, для того чтобы не перепутать и не сделать отверстие в другом месте. С помощью болгарки и диска по плитке я выпиливаю аккуратно отверстие под будущую розетку. А потом аккуратно дорабатываю закругление с помощью плоскогубцев. Лучше 10 раз перепроверьте перед тем, как сделать отверстие, чтобы вы не ошиблись и не испортили плитку. Для того, чтобы получить идеальное схождение по углам, не стесняйтесь использовать любые подручные материалы. Ну и вот так вот смотрится уже готовый фартук на установленной кухне.
Очень солидненько смотрится плиточка. Установил диодную ленту, которая придает красоты и хорошо подсвечивает рабочую зону. Швы между плитками почти незаметны. Я специально плитку устанавливал так, чтобы было без швов. Так смотрится одной сплошной стенкой. Геометрия у плитки очень хорошая. Все швы четко один к одному ложатся, без зазоров. И сама плитка по себе почти без изгибов. Так что вот такой результат можно получить из относительно недорогой плитки. По цене весь этот фартук обошелся мне порядка 1000 гривен. Это намного дешевле, чем стеклянные панели, которые заказывают. Ну и вид, в принципе, не сказать, что хуже. Так что спасибо за просмотр. Всем пока.